Привет, друзья! Сегодня мы с вами попытаемся выяснить ответ на вопрос, можно ли прожить на минимальную зарплату в Беларуси и в Польше, и насколько большая вообще разница в этих двух странах. Если интересно, обязательно подпишись, поставь лайк, напиши хороший добрый комментарий. Ну и погнали! В комментариях под моими видео стали часто появляться вопросы и вообще просто комментарии о том, что ну это же Польша, тут зарплаты другие. Давайте выяснять. Минимальная зарплата в Польше на данный момент 2800 злотых. Это брутто. То есть надо еще вычитать налоги. Вместе с налогами, со всеми вычетами, это получается 2015 злотых, грубо говоря. В то же время в Беларуси минимальная зарплата 400 белорусских рублей. Давайте с вами не будем переводить там, например, в какую-то третью валюту в доллары и считать все там, а будем в национальных валютах считать, но все равно будет понятна суть и покупательская способность вообще этой минимальной зарплаты. Для примера рассмотрим ситуацию из обычной семьи: 2 взрослых, 1 ребенок. При этом 2 взрослых получают минимальную заработную плату. Что мы в итоге имеем? В Беларуси получается 800 белорусских рублей. Это зарплата с 2 взрослых. Ну и какие траты нам предстоят? Это, если нету квартиры, аренда квартиры, оплата коммунальных, продукты, ну и возможно что-нибудь еще. Но из необходимого я бы взял интернет и мобильную связь. Это прям нужно. Аренда – это 500 рублей белорусских. Это двухкомнатная квартира. 500 рублей. Я не говорю про Минск, про столицу Беларуси, также не говорю про Варшаву, столицу Польши. Сейчас я живу в Гданьске, я говорю цены в Гданьске. Также и в Беларуси я говорю про какой-то меньший город. То есть это может быть Гродно, Гомель, Брест, Могилев. То есть большие города, но не столица. Итак, аренда квартиры 500 рублей. Каждый месяц нужно выделить 500 рублей на аренду. Плюс коммунальные платежи. Коммунальные будут в районе 100-120 рублей выходить. Это уже 620 рублей. Также нам необходима еда. В среднем у меня на еду уходило 600 рублей. Это уже если покупать все, что ты хочешь, разные продукты, не только там в какие-нибудь светофоры ходить и покупать неизвестно что, да? Покупать нормальные продукты. 600 рублей в месяц на семью из 3 человек годно. Плюс к этому всему интернет. Интернет возьмем 100 мегабит и безлимитный тариф. Это будет в районе 40 белорусских рублей. И для мобильной связи возьмем семейный какой-нибудь тариф, там где, например, вот в Лайфе можно несколько сим-карт на один тариф, там распределять трафик, минуты. Этого вполне хватает. Мне, например, хватает и в интернете посидеть, и позвонить хватает на все сети. То есть получается 20-21 рубль за телефоны, за все. В итоге мы получаем 1281 рубль белорусский. А зарплата на 2 взрослых 800 рублей. Уже не сходится. То есть по факту за минимальную зарплату в Беларуси мы можем снять квартиру, оплатить коммунальные, и останется еще 180 рублей на продукты на 3 человек в месяц. На продукты 180 рублей на 3. Как по мне, это нереально. Можно все это оплатить, продукты, интернет, аренду, коммунальные, мобильные телефоны, если ребенок будет до 3 лет. Если ребенок до 3 лет, то полагается в Беларуси пособие. На данный момент, если это первый ребенок, то 472 рубля белорусских. То есть тогда, если мы все это суммируем, 2 зарплаты плюс пособие, тогда нам хватит почти, не хватит 9 рублей. Но на еде, я думаю, можно будет немножко сэкономить. Итого мы за минимальную зарплату 2 взрослых людей получаем ничего по факту. То есть на продукты даже не хватает после оплаты всех платежей, которые нужны. И это уже не говоря про одежду, медикаменты какие-то, еще что-нибудь купить. Ни на что не хватает. Посмотрим, что по Польше. В Польше мы имеем 2015 злотых на 1 взрослого. Значит, на 2 взрослых 4030 злотых. Это чистые деньги, которые мы берем
и можем ими расплачиваться уже, никуда больше тратить не нужно, да? Ни на какие налоги. Что по жилью? Жилье в Гданьске, вот я в этой квартире, да, мы платим, это вместе с коммунальными со всеми, 2200 злотых. Когда больше, когда меньше, в зависимости от того, сколько газа, сколько электричества вообще истрачено. Но в среднем 2200 злотых. Это аренда квартиры с коммунальными платежами. На еду тратится 700 злотых. Но это прям 700 злотых, если ты хочешь какую-нибудь рыбку дораду купить охлажденную, креветочек там себе еще купить раз в месяц хотя бы, мороженку взять, сладости. То есть это, ну, в принципе, ни в чем себе не отказываешь. Овощи, фрукты, все есть, как бы всегда все присутствует. Интернет 70 злотых. 70 злотых это интернет плюс телевидение, причем интернет до 300 мегабит, если не ошибаюсь. Это дешевле, чем в Беларуси. Здесь интернет дешевле. И мобильная связь. Например, у меня Orange Flex. Там можно подключать семейный тоже тариф. 30 злотых я плачу за свою сим-карту и по 15 злотых на каждую последующую сим-карту. Но они идут без интернета, что, собственно, решается перечислением трафика. Всего в общем получается за телефонию 45 злотых. В итоге мы получаем сумму 3015 злотых. Напоминаю, зарплата 4030 злотых. То есть у нас есть больше 1000 злотых, чтобы потратить на что-то еще. Это могут быть развлечения, всякая одежда, медикаменты, все что-нибудь там, крема всякие, мази, еще там кому-нибудь что-нибудь нужно, даже вплоть до покупки техники. Мы можем это себе уже позволить. И не забываем, у нас есть еще ребенок. И до 18 лет платится ежемесячно по 500 злотых. И всего получается у нас вместе с выплатами на ребенка 1515 злотых остается просто так на остальные всякие траты. Учитывая, что, например, новые кроссовки будут обходиться от 80 злотых. Это более-менее нормальные кроссовки. Джинсы 30, 40 злотых. Но это прям уже топ. Также и с остальной одеждой. Она здесь не очень дорогая, и в принципе даже человек с минимальной зарплатой может себе позволить покупать одежду, покупать какие-то аксессуары, сходить в музей, сходить в театр. И от этого всего становится немножко грустно. Какая суть всего вышесказанного? А суть в том, что в Беларуси не предусмотрена эта минимальная заработная плата для того, чтобы можно было человеку выжить. Выжить можно только в том случае, если у человека есть собственная квартира, где не нужно платить аренду. Это уже 500 рублей в плюс, и можно купить какую-то одежду, там что-то куда-нибудь даже сходить возможно. По идее, минимальная заработная плата должна подразумевать то, что человек сможет спокойно жить нормально и, в принципе, ни в чем себе сильно не отказывать. Чтобы ему хватало денег на одежду, хватало денег на какие-то мыльно-рыльные штуки, хватало денег, чтобы купить что-то домой, да, ту же швабру какую-нибудь, чтобы мыть пол. Возможно, какую-то технику даже купить. На это все должно хватать при минимальной зарплате. Почему не так в Беларуси, непонятно, но это и не мне решать. Главное, что мы выяснили, то, что в Польше предусмотрено все, а в Беларуси нет. А вам, надеюсь, понравилось видео. Вы поставили лайк, написали хороший комментарий и подписались на мой канал. Всем хорошего дня. Пока.